Привет всем, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу поделиться своей покупкой. Купил я вот эту вот штуку, не знаю, может быть месяц назад. Цена самой ракетницы рублей 300 что ли. Она пластмассовая. Соответственно, вот эти все железные механизмы, а сам корпус пластиковый. Поэтому такая цена. Там были и по 1000 рублей, но я решил взять попробовать вообще, что это такое, с чем их едят. И сразу двойную взять. То, что в основном одинарные были. Так, отдельно покупал набор вот этот сигнал охотника. Его цена, по-моему, около 1000 рублей. То есть, не дешево, так сказать. Тут 3 цвета. Можете видеть их. Красный, желтый, зеленый. Так, что это такое? Ага, вот. Ну, как, как его транспортировать, утилизировать. Делает это Челябинск. АО «Сигнал». Так, вот. Огнеопасно. То есть, в принципе, тут уже можно почитать. Летит она, эта ракета, ввысь, сложно сказать сколько. Достаточно прилично. Вот. И падает уже уже тухнет. То есть наверху она тухнет. То есть, грубо говоря, падает, если она, не дай бог, где-то вблизи домов или деревьев, то по идее, не должно загореться. То есть возгорание идет именно на самом наверху. Так что можете за это не переживать. Но опять же, это не сигнал к действию, это мои личные наблюдения. Вот я 2 уже отстрелял. Не помню какие, а можно, кстати, вычислить. Это для пробы. Значит, я красный отстрелял и желтый. Вот остался зеленый. Они все целые. Так, сколько здесь штук? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. 15 штук. Так, вот он красный. Корпус у ракетницы металлический. Есть еще пластиковые. Не знаю почему. Я даже вообще не разбираюсь в этом. Вот просто вот первую попавшуюся нашел. И купил. В чем разница, если вы знаете, какая лучше? Пластмассовая вот эта штука или металлическая, то поделитесь мнением или опытом. Значит, насколько я знаю, что вот это многоразовые. Вроде как их там перезаправляют каким-то образом. Не знаю, я такой штукой заморачиваться не буду, я не фанат. Это я купил ради интереса, потому что, не знаю, просто вот решил попробовать, так сказать. Что это такое, с чем их едят. Вот. Не знаю, оставляю я их так на всякий случай. Соответственно, сегодня с вами покажу вам, как она бабахает. Так, вот, что-то здесь тоже еще написано. Инструкция, вот, запрещается. При ветре, да, желательно не стрелять, потому что он может снести. Смотря где, если в поле, да пофигу. Или зимой, вообще без разницы. Так, с этим все ясно. Насчет ракетницы. Кусок пластмассы. Пластмасса, достаточно крепкая. Заряжается как? Чуть-чуть отвел. Оп, капсуль утопился. Вот видите, этот капсуль поднят, а тот утоплен. Чтобы закручивать можно было. Закрутил. И вот тут, конечно, интересный момент. Надо, понятно, если она соскочит, ничего не случится. Но надо держать. Вот так вот. Раз и взвел. Также эту. Раз и взвел. Вот, собственно, и все. И пальцем. Хлоп, хлоп. Пружина достаточно мощная. Взрыв, бубух, колоссальный. Ракета не такая прям уж супер яркая, но яркая. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую, как это все дело бабахает. Вот. Игрушка хорошая. Для города, не знаю. Хотя фейерверки пускают все в Новый год, там, на День города. Так, в качестве дополнения к фейерверку. Но
Если идете вы куда-нибудь в деревню, едете в лес, грибы, ягоды собирать, там вот эту штуку я бы брал с собой. Ну, не так страшно. Медведи, волки, понятно, что это мало, ну, редко так нарваться. Но если живете в глуши или там, не знаю, то я бы, конечно, рекомендовал бы брать эту штуку просто с собой на всякий случай. Кого-то встретили, бабахает так, что любой зверь, мне кажется, убежит. Ну и, соответственно, можно и спугнуть ракетницей. От собак. Ну, опять же, видимо, не такие капсули надо покупать, а какие-то пустышки, что ли, чтобы хотя бы звук просто был. Потому что эта вещь на самом деле опасна. Если, не дай бог, попадет там куда-то, то пожар обеспечен. Так, ну все, продолжим показ. Значит, сейчас покажу вам, как она стреляет. Небольшое дополнение. Общался я с охотниками, с взрослыми людьми уже там, ну, глубоко за 60, даже за 70 лет. Они рассказывали, что раньше у них было, ну, в виде ручки вот такое же устройство с таким же механизмом. Вот, металлическое полностью в виде авторучки, ну, чуть побольше размерами, вот, потолще, чтобы в руке было удобнее держать, для подачи сигнала бедствия. Ну, то есть можно было в ружье заряжать, там специальные патроны были разных цветов, ну, а можно было просто таскать с собой. Ну, или сигнал бедствия подавать, либо какой-то просто сигнал, там, что я здесь нахожусь, идите сюда. Вот. Но фишка в том, что они продавались непосредственно по лицензии, ну или как он, по охотничьему билету. То есть просто так ее купить было, говорит, нельзя. Ни патроны вот эти к этой штуке, ни саму штуку, только по охотничьему билету. То есть запрещено было. Но, честно говоря, я как бы не думал об этом. Ну, купил и купил, пришла и пришла она. Ну, вроде как-то пообщался тоже. Ну, вроде сейчас отменено это правило. То есть может любой человек купить. Вот. Но, естественно, как его таскать, я не знаю. В городе, соответственно, я ее брать не буду. Она мне зачем тут нужна. Так вот, в деревню поехать или на рыбалку сходить. Хоть я не любитель, но так за компанию иногда можно. Вот. Ну, взять с собой. То есть в машину бросил и поехал. А так вот, конечно, по городу ходить с ней, ну, я считаю, что зачем, смысл какой. Ну, или в Новый год можно в качестве дополнения к фейерверкам каким-нибудь. Но, опять же, это надо читать инструкцию, и то есть вещь такая, достаточно опасная. Ну, вот, собственно, все дополнение. Так, сейчас все, наконец-таки, приступим к испытаниям. Ну вот, при развитии нанотехнологий мы через секунду очутились почти за 300 километров, даже больше, от города. Я уехал на дачу. Вот, ну, собственно, как и обещал, пульнуть ракетницу. Я зарядил ее зелененьким, взвел, ну, как взвел. Так, тут теперь аккуратно, чтобы она не стрельнула. Так. Все, вот она взведена. Сейчас попробуем бабахнуть. Я не знаю. Вот все. Ну, звук такой неплохой. Долбануло так не кисло. Ну, тепленько. Надеюсь, ракету видели саму. Ну, то есть она прилетела, я не знаю, метров, ну, 20, наверное. Ну, там дымочек еще идет небольшой. Так что вот так вот. Пользуйтесь. Так. Можно сюда еще вторую, но что ж такое, не наводится она. Вот резкость. Ставить. Это алюминий, походу. Вот до сих пор в глазах жужжит. Так, ну все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.